Драма. А я сидели, казаки, а не думку думали, о чем бы снять мультфильм, чтобы он всем понравился и актуальным вышел. И не знали они, год чего идет сейчас в России, и решили... Братцы, а не любили нам снять мультфильм на вечную тему? Чтобы было всегда интересно и вышло всем в назидание. Что? Ну, например, драму. Якую? Кого? Драма. Стоял наш полк в Петрограде, и услышал я от тамошних студентов эту историю. Пакованный толпой, равнодушный наш народ все по Невской мостовой взад-вперед весь день снует. Свежие газеты, господа, читайте первыми! Случится солнце припечет. Когда от зноя нет спасения. Вот копеек, сударыня. Бывает, и дождик вдруг прольет. И счастлив тут имел кто зонт. И наш герой не исключение. Но более счастлив будет тот, с другим, кто счастьем поделился. И пригласив ее под зонт, Он не заметил, как влюбился. он шел и ног не замечал. Желал, чтоб вышел путь длиннее. И всю дорогу ей болтал, лишь только б не расстаться с ней. Она подумала. Он добр, или, может, хорошо воспитан. Тот джентльменом станет бобр. Любви стрелой, когда подбитым. Он думал, что хитрее Красивее, сильнее. всех. А был расколот, как орех. Она в тот миг все поняла и свое сердце слушать стала. Вот полпути уже прошла. А сердце девичье молчало. Тут стало жалко ей его. Но мокнуть не хотелось тоже. Дойдем до дома моего, а там я стану с ним построже. Играть ей было не впервой. Она давно привыкла ко вниманию. И, улыбаясь, головой его кивала в такт повествованию. И кот, набрав свой домофон, «Прости, прощай», ему сказала. Не оставив телефона, по клетке лестницы сбежал. и, затворивши плотно дверь, с подругой все над ним смеялась. А он не знал, как жить теперь, ведь цели в жизни не осталось. Не верил в Бога он, но ждал свою вторую половинку.
Когда я прозевал, другой не взяться ниоткуда. Жить незачем, но жив покуда. Ей надо сообщить, надо. Сама меня не приняла, и быть одной обречена, чтоб по ошибке не пошла. Да и не вышла б за другого. Но как об этом ей сказать? Она ведь не захочет снова со мной беседу поддержать. Но в новостях-то прочитать о смерти ей моей придется. А мне ведь нечего терять, в ней голос совести пробьется. Взял, да и выпрыгнул в окно. А петербуржцам все равно. Он теперь горит в аду. А был бы через год женат. На другой. А она лежит в бреду. Себя считает виноватой. Да, Бога верить не прикажешь. Ну подумай ты о тех, из-за кого пойдешь на грех. Им ничего ты не докажешь. Навек лишь причинишь страдания. Тебя ведь нет, тебе не больно. Геройства тоже в этом нет. Здесь трусость. Чертишь под цвет. Тут кончим мы повествование. Ты шо? Грустная история. Слава богу, нас это, братцы, не коснется, потому что нам, что бы ни случилось, любо-любо, братцы, жить. Не приходится дружить! Ты еще не знаешь, что ждет за поворотом. Может быть, за спуском в гору ждет подъем. Что бы ни случилось в жизни, смысла нету сдаваться раньше времени и покидать планету. Если тебе плохо, нет никакой отрады. Потерпи немного, потрудись немного, и станет все как надо.